Приветствую вас на канале Химик Airsoft. И сегодня мы с вами побываем на страйкбольной игре Спарта. Это 10-я юбилейная игра, которая по-прежнему традиционно проходит на сортировке в страйкбольном полигоне в городе Иваново. А что курят-то сегодня? Они не курят, они едят грибы. Грибочешь? Что ты грибочешь? Наша команда играет в сторону желтых. Ну и я, как всегда, традиционно со своей винтовкой М24 от Цимы. Сразу, достал красную тряпку, ушел в мертвяк. Оживание в мертвяке. Вот просто фишка в чем. Когда они стреляют вот сюда, они прячутся именно за эти стены и открываются нам под выстрел. Я работаю больше с кем-то, напарником. Вот. Какие сектора вы хотите? Вот я видел, чтобы вы вот откуда-то отсюда работали. С левой стороны вроде, когда мы на той карте. Вы хотите слева, да? Да. Хорошо. Просто здесь вот более что открытое место. То есть если умрете, здесь вот открытое место, тут прям... Надо как бы попросить вначале помочь здесь вышибить. Вообще не... Отсюда будет снайпера, вы работаете, ну, сами по себе. Выбирайте сектор. Мы сдвинемся вправо, Да, действительно, потом. если что, потом, ну, вот эти сектора можете взять право. Более такое. Ну, смотрите сами. Я понял тебя. Ага. Задача ваша защелкать задевавшихся. Все. Понято. Характерной особенностью данной игры является ее формат. Формат защиты и нападения. Бойцы защиты имеют возможность одного восстановления после ранения. Их перебинтовывает товарищ по команде. Бойцы нападения погибают моментально и уходят на респаун, после чего снова идут в бой. И поскольку сторона защищающихся имеет возможность восстановить своих бойцов путем наложения бинта, то с уверенностью судить о честности игроков и точности своих попаданий здесь нельзя. Поэтому метки попаданий, хитмаркера, я использовать в данном видео не буду. Все возможные спорные моменты, или те, которые вызывают какие-либо сомнения, я оставляю на ваше откупление. Смотрите сами, делайте выводы сами. Единственное, что я оставлю за собой, это мнение о том, что в защите противник не всегда понимает, что в него прилетает шар, например, из амбразуры. И иногда списывает это на рикошет и остается на своей позиции. Смотри, вот здесь периодически прострелы есть. Вторую шапку должен был словить. В принципе, на дистанции гномика вышел. Даю сейчас залп. Прострел видишь? Прострел видишь? Хорошо. Я понял тебя. Спасибо, Кама. Угу. И деревья. То есть мертвая зона. Вон, видишь меню? Сейчас, погоди. Вот, Вижу, вижу. Вот за него, если заползти, тихонечко. Сейчас оглядимся, посмотрим. Угу, я тебя понял. Сейчас поливает, это просто огонь. Я понял. Сейчас переберусь. А? Химик, конечно, Кап. Ты узнал? Спасибо.
Так, интересно. Но меня скомпрометировали здесь. Это плохо. Несколько человек подстрелил, но что-то они как-то вяло реагируют. Когда их в амбразуру убивают, думают, что это свои, что ли. Отскоком. Негодяи. Еще до начала записи видео мы установили 2 панорамные камеры на территории базы противника. И сейчас вы можете наблюдать процесс нашего штурма и процесс защиты синих своей территории. Убит! Но ничего страшного. Смерть в атаке — это возрождение и снова Я под бой. левую руку нормально, ты по правую стань. Прострелено, давай. Давай, под левым. Видишь? Вижу. Ты что подставишь? Не подставляй. Стреляет по нам, да ведь? Да, он пристрелял. И мы пошли наши. Я так с правой стороны. Наш уже под стенами. А раз наши товарищи уже поступают к стенам, то нам нужно им помочь. Тряпку поднимайся. Давай помогу. Кажется, мне прилетело от своих. Ну, Убит. такое бывает на Спарте. Но ничего страшного. Товарищи по команде доделывают свою работу и снимут синие флаги. А мы посмотрим. Итак, первую фазу мы завершили. Меняемся местами. Но, к сожалению, это останется за кадром, потому что я слился в самом начале. Обидно, но возрождения здесь не будет. Поэтому переходим сразу к третьему этапу. По плану, мне необходимо было выйти к базе противника с севера и обстреливать центральные укрепления. Но, к моему удивлению, после глубокого анального обхода я встретил мобилку противника. И один из бойцов очень ловко меня устранил. Ну ты чё? Спасибо. Хорошо. Хорош. Молодец. Шел я, короче, мертвяк.
И заблудился. Флаг по другой навигаторе есть. Сейчас выйдем. Я даже с навигатором что-то протупил. Куда я забрел, где-то я проскочил тропу на мертвяк. В какой она стороне, хер пойми. Веселуха, блин. Весь этап заблудиться в лесу. В общем, идем на взрывы. Самый верный способ выйти к точке столкновения и, как следствие, на тропу к мертвяку. По-быренькому возродиться и снова в бой. Поскольку на поход в мертвяк я потерял много времени, после возрождения я решил выйти прямо в лобовую атаку. И ничуть с этого не пожалел. Нет, там стрелите прямо. Где? Вот, уходит один. Подходите! Пожалуйста, будьте внимательны, не стреляйте посредникам в лицо. Им и так достается. Там уже никого не осталось, всех уже вышибли. Двигайте, двигайте. Двигайте быстрее. Дым для кого? Дым для кого? Проходите вперед. Проходите вперед, штурмовики. Че залипли? Дым прошел, блин, пропустили момент. Прямо, на 12 часов. Так. И третий этап тоже подошел к концу. Впереди четвертый. Очень длинный и очень насыщенный на красивые и интересные попадания. Смотрите сами. Шедл слева, на них рассчитываю. А здесь я вам раскрою маленькую тайну. Во втором этапе, в котором я очень быстро слился, это произошло по той причине, что наша мобилка заняла позицию позади меня справа, где-то очень глубоко в удалении. И противник просто обошел в этом направлении, не встретив никакого сопротивления, и вышел мне ровно в спину. После чего я и ушел мертвяк. В этот раз все было иначе. Со спины, с левой стороны, была группа моей команды, в надежности которых я был более чем уверен. Поэтому мог в наглую просто стрелять на длинной дистанции, не боясь, что зайдут со спины. И вот результат.
Весенний сумрак и дымы мешали увидеть полет шара. Густо заросший полигон сводил боекомплект на 0. По правилам, снайперам, болтовщикам, как я, заряжаться нельзя было ни при защите, ни при нападении, только в мертвяке. Поэтому в подобных ситуациях, как вот сейчас, очень было жалко тратить шары на повторное добивание бойца противника. А ведь я напоминаю, что это нападение, и жизнь у них только одна, а ранений нет. В конце концов, я просто плюнул на него. Не умрет от меня, а убьет кто-нибудь другой. Давно надо было уйти. В конечном итоге нам успешно удавалось держать левый фланг нашей обороны. Но правый и центральный фланг, к сожалению, продавили достаточно быстро. Быстрее на целых 2 минуты, чем это сделали мы. А эти ребята уже были у меня в гостях и, видимо, шли целенаправленно меня убивать. Вершить, так сказать, возмездие. Как назло, меня подвел соком. Залипла тяга, и я не мог нормально стрелять. Но у меня был нож. К тому же, нож на нож. Не попал? Убит? Да? У меня тоже есть нож. Не успел. И буквально на этом моменте игра закончилась. Мы потеряли точку. А вам спасибо за просмотр. Всего доброго. И увидимся в прицеле.